Всем привет! Сегодня записываем новое видео, обучающее с Заряной, звездой нашей ютуба. С ней уже было видео, набирала уже 18,5 миллионов на канале. Кто не смотрел, может посмотреть. Сегодня проведем такой дубль 2 и хорошенько все проделаем, посмотрим и кое-что новое покажем. Заряна, что у тебя, как сейчас самочувствие, что не беспокоит? Ну, немножко шея болит, порой вверху, и также попочек внизу, время от времени, если... Крестец, наверное. Да. Хорошо. Сейчас посмотрим диагностику пальпаторная, визуальная, и дальше будем снимать массаж и дальше мануалка. Смотрим по лопаточкам. Вот лопатка правая явно выше, чем левая. Вот угол лопатки нижний. И вот верхний угол. Немножко лопатка выше и вперед. Левая опущена. Ну, если по линейке, то она будет вот так даже выглядеть. Ровно вот так должно быть. Соответственно, таз уходит в левую сторону, ротация идет влево. Ну и получается как бы ротация корпуса идет. Правая сторона вперед, левая идет, правый верх идет вперед с лопаткой и с плечом, таз уходит влево. Вот это сейчас будем смотреть, исправлять. И по плечам, соответственно, правое плечо будет повыше, подтянуто, мышцы сокращаются и подтягивают костную структуру. По плечам тоже будет правая повыше немножко, но она больше вперед уходит. Из-за этого натяжение вот здесь надо будет массажем снимать. Ну и спазм снимаем с мышцы, потом выравниваем. Сейчас по мышцам по шее немножко посмотрим. Да, вот здесь идет спереди натяжение большое, именно передние лестничные мышцы, да, и подключичные, и там натяжение. Так, ложись на животик туда головой. Сейчас проделаем массаж. Полное видео с массажем можете посмотреть по спонсорской подписке на канале. Я также хочу сказать, что по видео не рекомендую обучаться тактильным техникам. То есть тактильные техники — это мануальная терапия, которая входит. Здесь надо чувствовать давление, насколько оно сильное и так далее. Поэтому я провожу семинары и обучающие видео. Все по ссылке к описанию к видео вы можете посмотреть. Здесь можно просто визуально, для тех, кто уже понимает, либо хочет понять, он может посмотреть видео и понять, что ему нравится данная техника или нет, и уже прийти на обучение. Так, сейчас с грудным поработаем. С правой стороны у нас больше валик и мышечный, и ребра больше упирают, чем слева. Задача будет немножко ребрышки, сочленение ребер с позвонками поправлять. В принципе, нам полотенце не нужно, потому что массаж делали без масла. Вот, расслабляемся. Для чего делается четкое и быстрое движение, чтобы мышцы не успели сработать? Вот, нам нужно в расслабленном положении поймать человека, поэтому неожиданность наш конек. Расслабься, немножко, да. Можно пальцами вот так вправлять, можно крест-накрест руками вправлять, можно и кулаками вправлять. Это зависит от пациента и от многих факторов, которые верхний, нижний грудной отдел, что какая задача стоит. Чуть-чуть расслабляйся, голову в другую сторону поверни. Так, давай мне плечик. Все, расслабь. Расслабь плечик.
Плечико стало на место, да? Можно вот так лодочкой вправлять. То есть разнообразие приемов мануальной терапии, оно достаточно большое. Но, в принципе, я выбираю там ряд приемов, которые мне наиболее подходящие при выполнении и удобны. Поэтому они взаимозаменяемые зачастую и, в принципе, достаточно эффективные берем эффективные приемы и применяем их. А то, что неудобно, это, в принципе, может быть, кому-то другому удобно. Я покажу, какие приемы взаимозаменяемые сегодня. Сейчас таз давай, расслабь. Берем таз, здесь вправляется L5 S1 и нижние ребра сочленения с грудным отделом. Ставим. Берем также с другой стороны и расслабляемся, вправляем. Здесь только ребрышко стало чуть-чуть с позвонком сочленения. Также можно, есть некоторые приемы, которые нужно делать одним пациентам, а другим не нужно делать. Скажем так, вот этот прием с КПС, крестцово-подвздошным сочленением, его не всем можно делать. Но зря не можно. Чуть-чуть. Так, все. Хорошо. Также на крестец ставим, расслабляем и тянем. В принципе, здесь норм был, никаких движений суставов не было. Вот дальше работаем. Осталось плечико у нас. Здесь, когда вправляем, у нас идет ключица, плечо и первое, второе ребро. Можно так руку ставить, можно кулаком. Еще расслабь, еще. Угу. Все, оттягиваем. Вся мануальная терапия — это, в принципе, рычаговое воздействие. Поэтому нужен упор и рычаг. Вот это еще, чтобы не проделали. Ай! Прикольно. Угу. Как круто. Ну и растяжку крест-накрест. Можно еще. Все. Окей. Оттягивается плечо назад. И укладывается голова на плоскость кушетки. Это одно из самых наиболее безопасных вправлений в шейном отделе. Но это только одна из проекций. Вот. Таз поближе двигай к краю. Угу. Так, здесь самое главное, когда позвоночник вправляют, есть вот такой метод вправления, и есть, смотря как уложить пациента. Сейчас пока покажу, как по-другому можно уложить. В данном случае нужно немножко по-другому уложить. Чуть-чуть еще так. Во. Чтобы нам отправить вот этот L4, L5. Чуть-чуть расслабляйтесь. Так. Можно делать другой угол. Угол другой. Это когда так. Чуть ближе таз. Да. Угу. Так. А туловище вот так. Угу. Угу. Где угол будет, там и правление. Да. И давай на ту сторону. Здрасте. Таз ближе двигаешь. Некоторые делают угол 30. Такой совершенно как бы. И
Если вот так сделать, то вправляться будет уже нижний грудной и поясничный переход. Вот. Чуть больше угол делается, вправляется уже здесь. В этом суть и разница данного, почему по-разному выполняют данный прием. Угу. Так. Также можно, аналогия данного приема, ляг на бок спиной ко мне. Сейчас вот эта нога сгибающая, а это ровно. То же самое, в принципе, но есть это как бы взаимозаменяемые приемы. Тазобедренный. Как вариант его вот таким образом можно чуть-чуть раскрыть, вправить. Есть еще другие способы мобилизации тазобедренного сустава. Ну, вот по раскрытию, пожалуй, это самое эффективное. Также можно мобилизацию производить таким образом. Здесь все новое, поэтому никаких блоков не встречается. Да. И, допустим, таким. Угу. Все, окей. Сейчас справляем вот этот отдел верхний грудной. И здесь замок мы делаем к себе и упор грудной клеткой. Так. Вверх и к себе. Да, освобождается верхний грудной отдел. Нижний грудной то же самое, только упор идет на низ грудной клеткой. Группируемся, расслабляемся. И ложишься как на меня. Да. Угу. Все. Есть еще вариант вправления среднего грудного, также вытягивая руки за голову, замочек. Ложись на меня. Расслабляешься. Вот. Таким образом. Жесткая фиксация идет. Роняем голову, локтевой сустав, ронять. Ну, отпускать, пускай мышцы. Да, он как падает сюда, да. Вот. Находим блок, расслабляем мышцы. Еще. Угу. Еще. Хорошо. Хорошо. И сюда. Так что уронила голову, положила на ручку. И роняет, пускай мышцы. Не бойся тут. Есть два варианта декомпрессии. Можно с полотенцем это делать. Главное, чтобы человек был расслаблен. Челюсть закрыта, расслабился. Охренеть! Как ощущение? Будто мне всю спину выдернули. Ну, шею точно, прикольно. Прям так тык-тык-тык-тык-тык, каждый позвоночник. Каждый позвонок, да. Подними голову. Протяжечку проделаем амплитудными движениями. Такими, да. Охренеть, ой, что кисточка. Онемело, точнее, да? Сейчас пройдет. Все. Ох, Пальчики онемели, да? да. Покраснело. Да еще бы. Стресс такой. Вот, чтобы минимизировать стрессовое состояние, мы пациентов не бьем, а зачастую, как часто делают это в ударных техниках по мануальной терапии,
У нас только 7-й шейный я так вправляю. Ну, во-первых, это вредно, бить по себе по пальцам, и вызывает артриты и прочие заболевания суставов. Вот, соответственно, то, что можно сделать менее травматичными способами, лучше это и делать менее травматичными. Если хорошо расслабляется, ну вот, дергается так и все. Суставчики все стряхиваются, да. Давай чуть-чуть прижми подбородочек. Для чего это делается? Вот подойди сюда, камера. Вот 7-й шейный, 1-й грудной. Часто они упирают больше, чем нужно. И здесь зажим происходит достаточно сильно. Ставим 2 пальца. Вдох делаешь глубокий и задерживаешь. Красиво пошло. Пошло, Необычно. в голову пошло приток крови, такое Да. головокружение. Чуть-чуть, да. Такая кровь вместе с кислородом, насыщение головного мозга твоего. Меня еще не били на массаже. Ну вот, сегодня получила. Как ощущение сейчас? Ну, в шее прям легко, так хорошо. Прям. Шея в основном беспокоила очень долго. Да. В спине. Давай посмотрим, что тут получилось у нас подровнять сегодня. Угу. Ну, вот эта лопатка стала поровнее. В целом видно, что она... Оп. Секундочку, да. Вот ровнее стало. Это еще у нас подтягивает ее мышцы позвоночнику. Остались еще какие-то моменты. То есть здесь надо работать, снимать спазмы. И уйдут всякие напряжения. Вот. Здесь еще осталось. Ну, вообще, в принципе, достаточно регулярно, периодически нужно делать. Так же, как и зубы ходят лечить люди, так же, как и все остальное. Регулярность посещения мануального терапевта является как бы залогом здоровья вашей спины. Соответственно, добро пожаловать. Всем подписчикам спасибо. Сегодня провели видео. Можете подписывайтесь, кто не подписывался еще. Заряна, ты себя как чувствуешь? Как давно родилась. Ага. И шеи хорошо можно покрутить свободно теперь, и спина не болит даже. Все полезные ссылки в описании к нашему видео. Так что до новых встреч в эфире.